Приветствую вас, ребят! Сегодня у нас такой важный день, 1 апреля. Я прям растерялся, думаю, надо что-то выпустить в этот день. А какой автомобиль, я даже не знал. Я решил, что самый важный аргумент – это этот автомобиль именно. Вы уже поняли по названию, конечно, это УАЗ. УАЗ. Мы вот часто слышим вот на постсоветском пространстве самая узнаваемая машина Гелик 76-го года производится, блин. Все без незначительными внешними изменениями, а так вообще практически без изменений. Так, в основном кузов без изменений. 76-го года. Эта машина пришла с 50-х годов, а вот эта внешность всеми узнаваемая 65-го года неизменная, она еще на 11 лет больше, так что не надо тут иллюзий, эта машина больше всем известна. И поэтому в такой великий праздник, который 1 апреля важнее, чем 1 мая, там Новый год, день зарплаты, не знаю, первый день отпуска и все что угодно, пятница вечер там, и в такой важный праздник не менее важный автомобиль. Автомобиль относится к Б-категории, что, опять же, несомненный плюс автомобиля, потому что вот многие ребята заканчивают автошколу, у них С-категории нету. Ну, у меня, к примеру, есть, то я не заморачиваюсь, но для таких ребят, которых только Б-категория, вот машиной можно управлять. А где еще вы найдете внедорожник полноценный, полноприводный, постоянный полный привод с возможностью отключения передка, что, опять же, еще плюс к экономии топлива. Где вы найдете внедорожник, чтобы он под Б-категорию подходил, потому что некоторые уже там могут свыше 4-5 тонн весить. А машина скромная в Б-категорию вписывается. В основе кузова лежит рама, которая толще, чем у Спринтера, Крафтера, ЛТшки и Века, все это ширпотреба зарубежная. Она толще и гораздо коррозионно устойчивее. Здесь более качественный материал, он так не выгнивает. И с учетом того, что она толще, более коррозионно устойчива, автомобиль по габаритам меньше, меньшая грузоподъемность, она также меньше склонна к механическим повреждениям, то есть изгибам из-за перегрузов, потому что, опять же, она толще, прочнее, более коррозионно устойчивая, и машина меньше по габаритам и меньше грузоподъемность. То есть она менее нагружена, чем, вот, опять же, европейские автомобили, его конкуренты. В этом классе очень серьезная конкуренция, и поэтому автомобиль где-то, может, что-то уступает, но в целом он все равно на первом месте. Благодаря своему клиренсу тоже не возникает никаких проблем вот по всяким таким, по ухабам, по пересеченке погонять, также комфортно передвигаться и по городу. И на удивление, даже в поворотах таких крутых, не сильно крены, конечно, присутствуют, но не сильно они высокие, машина хорошо вписывается в повороты, то есть великолепная управляемость. Наш автомобиль 2017 года, ему 5 лет. По кузову здесь нет ни жуков, он в родной краске, не бит, не крашен, ни грамма шпакли, все замечательно. Плюс с завода 12 лет от сквозной коррозии кузова, поэтому хорошая еще и эта характеристика его. По ходовой: рессоры, амортизаторы, неубиваемая вечная подвеска. Нет ничего вечного, долговечного, но здесь превзошли сами себя. Здесь все. Ну, с завода машины 30-40-летние ездят, где ничего-то не менялось. В основе также неразрезные мосты, что, опять же, плюс, эти гранаты не летят, привода не рвутся и тому подобные вещи здесь не происходят. По карданам тоже крестовины, на удивление, живые. Не надо так, не вибрируют, как у геликов, как Таха я снимал, там тоже они прыгает, классно машина едет, но проблемы с крестовинами здесь этого не возникает. Опять же, в силу его ненагруженности. Вот. И выхлоп здесь на 3 банках, достаточно тихий, его не слышно в салоне, но с кнопки можно сделать прямоток. Вернее, он есть, можно нажать на кнопку в салоне и будет прямоток. Вот мы и в салоне. Салон здесь более просторный, более мягкие, комфортные сиденья и больше предназначен даже для проживания, чем Спринтер, который мы снимали. Там он сделан уже автодом, но этот автомобиль больше для этого подходит, и он дешевле. Опять же, по салону здесь нету никаких
никакого пластика, чтобы не гремел, не дребезжал, не раздражал. И опять же не нагружал этот автомобиль лишним весом, бесполезным особенно. Вот для тех, кто сомневался в моих словах, вот салон очень хорошо предназначен для проживания, для дальних поездок, очень удобно для свиданий. Вот. Двигатель здесь для удобства, опять же, о людях заботились, чтобы вы не в боксе стояли, а сидя могли ремонтировать. Он находится здесь под капотом, капот находится в салоне. Во всех этих автомобилях устанавливается 2,4 литра двигатель, 90 лошадиных сил здесь, хорошая мощность литра. Максимальная мощность 4500 оборотов, крутящего здесь 172, а не как у многих современных там 150-155 ньютон-метров крутящего момента, блин. И степень сжатия здесь 6,7, что, несомненно, позволяет вам ездить на любом. 76-80 нету, но неспокойно можно на них ездить. И не просто так он рожат с завода. Автомобиль с завода уже предназначен для установки турбокита. То есть машина для проекта любого. Компрессоры, турбины, можно закиси поставить, установить газ, блок чугунный. Поршневая достаточно устойчивая, кольца не тонкие, масложора здесь нету такого повального. То есть на любую фантазию. Пропан-бутан, метан, закись азота, турбокит, любой компрессор. Все, что угодно сюда можно поставить. И крутящий момент здесь наступает максимально из 2500-2600 оборотов. Кажется, слишком поздно, но двигатель здесь квадратный. 92-й Porsche, не ходит 92. Вроде бы просчет, но не совсем так. Почему? Потому что, опять же, чтобы двигатель не рвал снизу максимальную мощность, и у вас не изнашивались, не разбивало крестовины на карданах, когда не пришлось менять. Мосты, опять же, чтобы редуктор жил дольше, и он здесь вечный. Коробка, раздатка, ну, излишние нагрузки, чтобы не натекали на узлы и агрегаты. Плавная, на графике, если посмотреть, плавный набор мощности крутящего момента. И вы этого практически не замечаете. Да, вроде легкая тупизна есть, но это в глаза и не бросается. При всем при этом, при своем весе, высоком клиренсе, от неразрезных мостах, коробка, раздатка, карданы, все вот это, кажется, это немало весит. Но в то же время для своего класса он обладает потрясающей динамикой. И сам двигатель здесь очень хорошо себя чувствует. Почему? Потому что вот пробег у него родной 18 тысяч 13 километров. То бишь, по большому счету, прошел обкатку и немного покатался. Сам спидометр, если те, кто не заметил и не знает, это спидометр такой же устанавливался на ГАЗ-51, который был в производстве 1946 года на конвейере, ушел в 70-х годах. Поэтому здесь по полной программе работает импортозамещение, в отличие от капиталистов. Вот. Опять же, нет никаких бортовых компьютеров, блоков управления, боже упаси. Здесь все, вся необходимая информация выведена на отдельный датчик, вы спокойно можете обращать внимание. И само расположение очень удобно. Одним глазом вы ловите спидометр, а вторым смотрит самое главное температуру и давление масла. Зарядка аккумулятора здесь особо смотреть не надо. И датчик показаний уровня топлива тоже особо вам не нужен. 2 бака с завода установлено по 100 литров. И с его расходом топлива 10 литров на 100 километров вам не особо на него смотреть и надо. Если у вас даже половину баков, там, ну, перед поездкой глянули и поняли. Смотрите, вот правым глазом ловите спидометр. И опять же, расположение очень хорошо, удобно для того, у кого косоглазие. Все прекрасно можно заметить. Я думаю, все знают, что у зарубежных автомобилей, разумеется, с годами, вот, когда машине уже больше 10 лет и дальше, то всегда Webasto делает мозг вам. По-любому. Аккумулятор начнет разряжаться полностью. Кстати, зарядки аккумулятора, здесь самый дешманский аккумулятор, надолго его хватает. Машина отъездила 3 зимы на нем. И он еще достаточно бодрый себя чувствует. Но все равно поменяли. Все-таки автомобиль достоин новых запчастей и всего хорошего. Вот. И здесь нет этой ерунды Webasto. По-любому здесь, да, двухзонный отопитель, здесь встроена печка, также искусственная внешняя вентиляция, ну, с фильтрами, разумеется, фильтры обдува воздуха, чтобы пыль в салон не летела, и вы этим не дышали. Если в условии выйти за каким-нибудь дафом, КамАЗом, который выхлоп там неизвестно какой
фильтры предусмотрены, чтобы вы этим не дышали, то есть полная герметичность, и фильтры хорошо себя чувствуют. При своевременной замене здесь хороший приятный запах в салоне. Опять же, как и любой автомобиль, при своевременном обслуживании все будет замечательно, а у жлоба какие-то косяки, конечно же, повылезают. Еще одно преимущество, которое я забыл сказать, когда я говорил про мосты, про постоянный полный привод, когда вот у машины я стоял, то что, да, здесь постоянный полный привод с возможностью отключения передка и блокировка в раздатке с распределением крутящего момента 50 на 50. Но еще одно преимущество, то что здесь нет этих моторчиков, сервоприводов, которые могут отлететь в любой момент. У вас какие-то по электрике могут, ну, в зарубежных машинах возникнуть проблемы, особенно самый поганый момент, когда вы какую-нибудь лужу форсируете, у вас какой-то глюк произошел. Здесь такого нету, все механически переключается, нет никаких проблем. Все, отключение передка повышенное, пониженное, то есть этих проблем, если создадите, нету лишней необходимости выходить из машины. Какой автомобиль так заведется? Для тех, кто сейчас будет кричать, а как же насчет безопасности? Здесь нету ремней безопасности, подушек безопасности, да. Но здесь установлены парктроники заводские. При увеличении дистанции с впереди идущим автомобилем автомобиль автоматически начинает сбрасывать. Это одна электронная фигня, но она очень надежная, которая здесь установлена. Она начинает автоматически сбрасывать скорость впереди идущего автомобиля вплоть до полной остановки. То есть она не в момент удара вас спасает, она предотвращает удар. Эта машина в целом безопаснее получается. Вот опять же, благодаря клиренсу это все возможно сделать. Опять же, мягко машина отрабатывает это все. Шумоизоляция прекрасная. Вот двигатель я слышу, я понимаю, что происходит. Я слышу, он работает, все нормально. И опять же, вот, при поворотах, на ямах, вот, мягко отрабатывает. Я не подпрыгиваю, и пневма нафиг не нужна. Вот нормально, дорога здесь не первого качества. Мягкое сцепление гидравлическое. Ручка КПП тоже классно светает. Вот, пожалуйста. А на других автомобилях я здесь голова до потолка подпрыгивал. Очень удобно. И в отличие от моей машины, большинство Passat, здесь нет риска ставить всю подвеску при движении 60 км в час. Там я еду на первой, еле-еле. Здесь я еду 60 и не запариваюсь насчет дорожного покрытия. Опять же, преимущество. Что еще сказать? Все аргументы я уже перечислил. Единственное то, что автомобиль, опять же, продуман для каждого. И в связи с его грузоподъемностью и попаданию под Б-категорию, завода уже конструкторы заботились о людях, чтобы он действительно каждому подойдет. Потому что если у вас есть Б-категория, этот автомобиль вам подходит. И в связи с его грузоподъемностью он предназначен для того, чтобы до тонны веса чего-нибудь у потенциального работодателя. Поэтому это еще один жирный плюс к сумме всех остальных плюсов. Хрен знает сколько по количеству, наверное, 100 плюсов в этой машине. Ну что, ребята, я думаю, мне удалось убедить вас в том, аргументированно это доказать, то, что все недостатки этой машины, это ни о чем не говорит. Это недостатками не является в связи с тем, что автомобиль создался для всех, чтобы он подошел абсолютно каждому. Для кого-то какие-то моменты являются недостатками, но это не так. Это не так. И в связи с тем, что автомобиль очень многие службы используют, погранвойсках она незаменима. Это доказывает и подчеркивает лишний раз ее ликвидность, то, что она всем нужна и дорога. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, расскажите нас друзьям, отмечайте, не забывайте закусывать ни гвоздя, ни жезловым. Счастливо!